Вторая лекция, вторая тема на сегодняшней лекции – это кэширование и комплексные компоненты. Напоминаю, если вы забыли с предыдущего видео, что она у нас расположена в разделе «Школа» сайта Intervolga.ru. Вот она. Это ссылка на Google презентацию, который должен быть у всех доступ. Я даже в приватном режиме сижу, чтобы вы видели, что доступ есть у всех. Начнем с кэширования. Что вообще это такое, зачем оно нужно? Если сайт, который вы разрабатываете, очень популярен, если на него ломятся десятки тысяч людей ежедневно, то эти десятки тысяч людей, открывая десятки страниц, создают сотни тысяч запросов. Но это даже больше. Запросов к базе данных, запросов к другим сервисам, если вы их используете. Допустим, у вас есть плохо сделанный запрос курса валют, который для каждого пользователя его запрашивает, ну или почему плохо сделанный, который обновляется в режиме реального времени, то получается для каждого пользователя вы пойдете запрашивать не из базы данных, а из какого-то стороннего сервиса курс валют, прогноз погоды. А может быть, вы будете открывать файлик, который лежит на сервере, весит несколько гигабайтов, загружать его в память, какой-нибудь CSV, читать, находить нужную строчку, выводить. Ну, в общем, разные прибамбасы возможны, импорты и экспорты. Поэтому большая посещаемость, как правило, ведет к большой нагрузке. А это ведет к проблемам с производительностью. Чем больше людей на сайте, тем некомфортнее каждому из них. Какие именно проблемы могут быть? Ну, собственно, обращение к массиву информации, на чтение, на запись – это разные виды нагрузки, но и то тоже, но и то нагрузка создает проблемы. Может быть, вам будет очень медленно получать какие-то данные на сайт, а может быть, это форум, и у вас очень медленно работает отправка сообщений в этот форум. Может быть, у вас нет медленных запросов, может быть, у вас очень простой сайт, и запросы выполняются за доли секунд. Но если у вас таких запросов будет много, в нашем примере, да, сотни тысяч, то база данных в принципе из-за своей архитектуры начнет их выстраивать в некую очередь и выполнять последовательно. То есть не обязательно, чтобы у вас был плохой сайт, у вас и хороший сайт может быть, но он тоже будет тормозить. Ну и самая классическая причина, что все-таки, да, кто-то где-то не доглядел, и запросы медленные, запросы тяжелые и не оптимизированные. Оптимизацию запросов мы отложим на потом, она, конечно же, должна быть, но рассмотрим такую припарочку – это кэширование. Собственно, эта технология и придумана для того, чтобы только один раз выполнять трудоемкие операции, а для всех последующих случаев использовать ее уже сохраненный результат. Как я часто привожу такой пример. Представьте, что в школе, когда вы впервые прошли квадратные уравнения, вот эти ax квадрат плюс bx плюс c равно 0, вы начали вести тетрадочку, где записали, вот у меня было уравнение а равно 5, b равно 4, c равно минус 18. Ответ был такой, x1, x2 такой-то. Представьте, что вы эту тетрадочку всегда с собой носили, каждый раз решая квадратные уравнения, вы сначала искали это решение, а потом уже записывали, если его нет. И тогда через год, два, три, допустим, на первом курсе вуза, когда вы будете проходить опять квадратные уравнения, потому что их всегда проходят по много раз, вы не решаете уже эти задачи. Вы просто открываете тетрадочку, смотрите, о, я это решил 2 года назад, а это я решил 5 лет назад, а это я решал вчера, а вот это я еще не решал, надо посидеть подумать. Вот эта тетрадочка и будет для вас таким физически существующим кэшем. Один раз вы данные посчитали, сохранили, и все. Ну, математика с годами не сильно меняется, поэтому если вы решили квадратное уравнение 5 лет назад, то и сегодня это решение можете смело использовать. У кэширования в вебе, у кэширования в Битриксе ровно та же идеология. Но с одним маленьким отличием, в вебе данные все-таки имеют свойство устаревать. О том, как с этим быть, чуть дальше поговорим. Итого,
определение. Это технология, позволяющая сохранить результаты работы. Не будем говорить, каких там кусков кода, просто результатов работы кода в специальное хранилище для быстрого доступа. Идеология должна быть такая. В хранилище за результатом сходить быстрее, чем это все посчитать. Условно говоря, в тетрадочку быстрее посмотреть, если оно у вас там к тому же как-нибудь с оглавлением сделано, отсортировано по А, Б и С. Тогда это действительно быстрое хранилище и быстрее посмотреть там, чем посчитать. В Bittrex, который управление сайтом, ну и в B24 на самом деле тоже, Bittrex24 продукт, можно закэшировать, во-первых, просто произвольный кусок кода. Есть специальные API. Это не типовой сценарий. Bittrex в принципе рекомендует не использовать просто куски кода, все нужно оформлять в компоненты. Если у вас что-то в модуле хранится, вот там, да, в модуле вам может это понадобиться. Но, пожалуйста, не надо делать код, который лежит на странице и обернут в API кэширование. Нет, такие вещи недопустимы, надо делать компонент. Второе, что можно закэшировать в Bittrex, это, собственно говоря, сам компонент. Он основан на API кэша, который здесь в пункте первом перечисляется, но он адаптирован. То есть, если бы вы захотели в своем компоненте с помощью API кэша сделать кэш, тавтология немного, но тем не менее, то это заняло бы у вас больше строчек кода. Если вы будете использовать API компонентного кэша, ну, это будет быстрее и выглядеть это будет на самом деле все понятнее. Чуть позже у нас будет пример. Также есть две технологии, которые кэшируют всю страницу. Старая технология HTML кэш, которая сохраняет вообще всю страницу. Вот весь HTML, который пользователю отдали одному, мы будем показывать ему же и всем остальным потом. Новая технология называется композитный сайт. Она позволяет, ну это, в общем, это более продвинутая версия HTML кэша. На самом-то деле. На самом деле все так просто, более продвинуто. Что кэшируется в компонентах? Ну, да, мы сказали, кэшируется компоненты, но что именно? Во-первых, кэшируется массив RResult. Напоминаю, это такой основной переносчик полезной информации, данных, которые нужны компоненту для работы. Допустим, если у нас компонент newsList выводит список новостей, то в блоке RResult в items у нас будут, собственно говоря, элементы инфоблока, которые мы выбрали, новости. У нас будет отдельный узел в RResult, где будут перечислены только идентификаторы найденных новостей, ну и какая-то общая информация о самом инфоблоке. Как он называется, какие у него правила формирования урлов, индексируется он или нет, к какому сайту привязан. Вот это был пример RResult. Этот RResult, такие RResult могут полностью или частично кэшироваться в компонентах. Также кэшируется все, что компонент выводит. А выводит компонент с помощью конструкции echo, printer, vardamp, а также вывод с помощью альтернативного синтаксиса PHP. Меня некоторые спрашивали, что такое альтернативный синтаксис. Это способ написать инструкции для PHP короче, чем обычно мы привыкли. То есть, чтобы начать PHP область, надо поставить знак меньше, вопрос PHP написать. Если использовать короткий... Допустим, вам нужно что-то вывести, значение из какой-то переменной. Обычный сценарий такой. Открыли PHP тег, ввели эхо переменную, точку с запятой, закрыли PHP тег. Альтернативный синтаксис короче. Открыли PHP тег, поставили знак равно, слитно вот с открытым PHP тегом, то есть скобочка, вопрос равно, имя переменной, знак вопрос и закрывающая скобочка угловая. На слух плохо воспринимается, но запомните, это называется альтернативный синтаксис PHP. То, что он выводит, на самом деле это эхо, а значит оно тоже будет сохранено в кэше компонента. Ну и неявный вывод, когда вы закрываете PHP область и пишете что-нибудь, это считается HTML. Это тоже попадает в кэш компонента.
В компоненте кэш настраивается с помощью нескольких типовых полей ввода. Они настолько типовые, что включаются буквально там парой строчек в файле .parameters. Какие это поля? Во-первых, это тип кэширования. Их три. Авто плюс управляемое, кэшировать, так называется, и не кэшировать. Следующий параметр – это время жизни кэша. Как правило, если у вас кэширование правильно настроено, то там очень большое число. Оно в секундах, нет большого смысла там вычислять, сколько именно. Там обычно очень много, месяцы, годы, может быть. Что это за время? Это время, через которое кэш сам понимает, что он уже не актуален. Очень редко используется именно эта вещь. Кэш там может быть либо очень маленький, и тогда эти цифры что-то значат. Допустим, тут будет написано 10 секунд, ну, значит, реально каждые 10 секунд данные нужно обновлять. Либо там будет написано что-то очень-очень большое, насколько хватило фантазии у разработчика. Там нажал 99999, и когда устал палец, вот тогда он и закончил вводить это число. Как правило, время кэширования становится очень большим, потому что есть такая штука, как управляемый кэш. О нем тоже сегодня поговорим. Далее, во многих компонентах есть галочки «Кэшировать при установленном фильтре» и «Учитывать права доступа». Я бы даже сказал так, что учитывать права доступа, ну, вот эти два поля, тип и время, есть там у 99% компонентов, учитывать права доступа у 80% компонентов, ну а кэшировать при установленном фильтре у там 2-3% компонентов, но это очень популярный компонент. Это newslist, это каталог section, это все те компоненты, которые выводят списочные данные из инфоблоков. Как мы с вами уже неоднократно убеждались, newslist – это хорошо знать newslist, это уже значит быть неплохим Bittrex разработчиком. Один единственный компонент знаете, уже успех. Галочка «Учитывать права доступа» на что влияет? Если она стоит, то для пользователей с разными правами создается разный кэш. Когда это имеет смысл? Допустим, у нас интернет-магазин, который посещают анонимные пользователи, авторизованные, и у них какая-нибудь персональная скидка, и оптовики. У них там на всех просто цена своя специальная стоит. То есть розничным покупателям накопительная скидка 1, 2, 3, 4%, а для партнеров просто другая цена, никак не связанная с процентом. Товар может стоить для розницы 100 рублей, ну и скидка будет 1, 2, 3, 4 рубля. А для оптовиков может быть просто зафиксировано 50. В данном случае нам потребуется учитывать права доступа, потому что анонимный пользователь должен видеть одну цену, авторизованный другую цену. Более того, каждый пользователь должен видеть свою цену, так что тут этой галочки может даже и не хватить. И все партнеры должны видеть свою цену. Но тут подходят все партнеры, неважно, кто, какой именно, видят одинаковую цену. Администратор, как правило, ну, для него кэш, да, для администратора свой кэш. Если вы выбираете данные не вообще все из инфоблока, а какие-то определенные, допустим, на главной странице сайта часто выводятся товары-бестселлеры. Эта галочка будет отвечать на вопрос, нужно ли кэшировать этот список бестселлеров вообще. Довольно странная вещь. Честно говоря, ее можно было бы сделать проще, допустим, все убрать в тип кэширования. Но вот вынесли зачем-то отдельно, не нам судить компанию 1С Bittrex. Если вы хотите, чтобы список, условно, бестселлеров на главной странице у вас высчитывался один раз и показывался всем пользователям, ставьте галочку. Если хотите, чтобы каждый раз для каждого пользователя или даже для одного и того же, но при постоянном обновлении страницы он пересчитывался, не ставьте эту галочку. Про типы кэширования надо поговорить детальнее. Автокэширование плюс управляемое, что это означает? В компоненте кэширования будет срабатывать только если вы его включили глобально в настройках сайта в панели управления. Вот, в презентации ошибка. Тут написано кэширует, если в панели отключено. Разумеется, включено должно быть. После видео я ее отредактирую.
Если вы в настройках компонента выбрали вариант кэшировать, то глобальные настройки не имеют смысла. Он будет всегда кэшироваться, и неважно, что вы там будете включать. Если вы выбрали вариант не кэшировать, компонент, соответственно, при любых настройках сайта не будет кэшировать. Для чего это нужно? Правильно везде ставить автокэширование плюс управляемый, чтобы, если понадобится, можно было глобально его отключить или глобально его включить. Если вы начнете где-то ставить кэшировать всегда, где-то не кэшировать всегда, то это потом может создать проблемы. Честно говоря, там, за много-много лет один раз приходилось отключать кэш на всем сайте глобально. Тем не менее, да, вот тогда на сайте как раз были блоки, которые кэшировались принудительно. Вот это была прям проблема. Отыскать все переключить на авто плюс управляемый. В общем, правильно выбирать авто плюс управляемый. Нет, наверное, ни одной причины, чтобы выбирать принудительное кэширование. Для варианта не кэшировать есть причины. Допустим, у вас компонент, который действительно должен выводить данные очень актуальные. Вы сознательно должны это делать. Только сознательно. Ответьте себе на вопрос, действительно ли я хочу, чтобы каждый пользователь на каждом хите выполнял какие-то SQL-запросы в этом компоненте. Только если вы точно уверены, что нужно, ставьте не кэшировать. Так что в быту используйте два варианта. Авто или не кэшировать. Кэшировать не ставьте. А на уровне сайта это настраивается в настройках продукта, раздел так и называется автокэширование. Здесь три вкладки. Кэширование компонентов. Обычно по умолчанию оно включено. Управляемый кэш тоже по умолчанию. Там одна кнопка включить-выключить, по умолчанию включено. И очистка файлов кэша. Какой прок наглядный от кэширования? Если взять тиражный сайт «Мебельный магазин» у Bittrex и включить режим отладки, в панели он включается вот по кнопочке «Отладка», и просто обновить страницу с кэшем и без кэша, то разница наглядная. При включенном кэшировании у нас всего 5 SQL-запросов, и страница выполняется 0,04 секунды. Это очень простой сайт, запросы тут очень простые, данных очень мало, так что кажется, что ерунда, даже без кэширования. Смотрите сами, 93 запроса, всего-то в 20 раз больше. Время создания страницы 0,1 секунды, в принципе, тоже не смертельно далеко. Многие ногу готовы за это отдать, чтобы у них главная страница отдавалась так быстро. Тем более без кэширования. Но время исполнения запросов суммарное достаточно сильно увеличилось. Почти в 200 раз. Так что не самый показательный пример, но тем не менее видно, какая разница происходит. Если мы сейчас добавим по нолику к каждому показателю, будет больше похоже на правду. Допустим, с кэшированием страница открывается 0,4 секунды. Тяжело, но жить можно. Или 1,1 секунды. Уже плохо совсем. Как выглядит кэширование в компонентах на уровне кода? На уровне параметров вы открываете .parameters и просто смотрите, что там со словом кэш есть. На уровне кода это выглядит так. Приведен пример из компонента на классах по идеологии нового ядра D7. Напоминаю, что если вы делаете компонент на классе, у вас должен быть файл класс PHP, там должен быть объявлен, собственно, класс, наследующийся от cBittrex Component, должен быть объявлен метод executeComponent, и в нем уже код, а не в отдельном файле компонент PHP. Здесь у нас объявляется глобальная переменная user, она нам потребуется. Дальше основополагающий if, запускаем кэш компонента, попутно проверяя, а есть ли он уже. Если start result cache скажет нам, что да кэш уже есть, все хорошо, не надо работать, то мы не работаем. Мы не заходим внутрь if, мы показываем сразу то, что есть в кэше. Если же он говорит, что кэша нет, или он невалидный, почему он может быть невалидный? Потому что, например, срок истек, который вы указывали. Не заходил никто на сайт 3 года, и вот кто-то зашел, кэш сбросился. Да, напоминаю, не напоминаю, этого я еще ни разу не говорил.
То, что вы сказали время кэша, допустим, год, не значит, что ровно через год, минута в минуту этот кэш удалится. Нет. Это значит, что каждый раз, когда пользователь заходит на страницу, компонент проверяет кэш, смотрит дату. Если прошло меньше года, ничего не делает. Если год или больше, он кэш удаляет и считает заново. Соответственно, если 3 года никто не заходил на сайт, кэш никто не удалит. Первый, кому повезет, на нем кэш сбросится, на нем кэш сгенерируется, на нем кэш сохранится. И следующий хит уже будет с кэшем. Так что такое явление иногда происходит. Если вы настроили малое время кэширования и не заходили на сайт неделю, то первый хит очень медленно проходит. Дальше в пример этого кода заглянем. Здесь закомментирован, есть комментарий, запрос данных из BD. Здесь может быть любой код, любые get-листы, SQL-запросы, добавление, обновление, удаление. Ну, это, конечно, добавление, обновление. И компоненты, которые модифицируют данные, обычно не кэшируются. Запрос многих-многих данных, и дальше подключается шаблон. Все это должно быть обязательно внутри ифа, чтобы шаблон не подключался, если кэш есть. Иначе у вас тело компонента повторится просто 2 раза. 2 списка новостей появится, если забудете this include. Компонент template вынести внутрь ифа. Как внутри все устроено? Когда запускается компонент и выполняется строчка start result cache, Bittrex вычисляет хэш кэша. Что это такое, как оно работает? Он берет свое название, например, Bittrex Newslist. Он берет название шаблона, например, .default. Он берет все параметры, массив arparams, $arparams. А именно, если это newslist, то там у нас указано ID инфоблока, ID типа инфоблока, сколько штук на странице, нужна ли постраничка вообще, все параметры. Вот все это он из массива превращает в строчку, склеивая все ключи и все значения, грубо говоря. Берет какие-нибудь дополнительные данные. В примере предыдущем, посмотрите, у нас есть кусочек кода, который я еще не комментировал. Здесь идет проверка параметра кэширования групп, а это, в свою очередь, вот эта галочка «Учитывать право доступа». Логика такая. Если галочка не стоит, то ничего не добавлять к кэшу. Если галочка установлена, то добавить все группы, в которых состоит пользователь. Это через запятую будут группы, сколько я помню. Ну или массив, неважно, все равно это все потом сериализуется, то есть превращается в строчку. Получается вот такая длиннющая строка, от нее Bittrex берет контрольную сумму MD5. Получается короткая строка. Всегда одинаковой длины, от одинаковых данных хэш всегда одинаковый. Используя вот эти данные, Bittrex создает файл, если требуется. Обратите внимание на скриншот. Bittrex по умолчанию кэш хранит в файлах. В папке сайт, Bittrex кэш, дальше название вашего текущего сайта S1, не название, а код. Дальше по компонентам. Компоненты пространства имен Bittrex, компонент newsList, а дальше уже идет уникальный путь 06F, он тоже MD5 от чего-нибудь. А дальше уже А2 и файлик, который начинается с символов А2. Вот последняя папка всего лишь как оглавление нужна. Потому что если бы этого промежуточного уровня не было, в папке 06F были бы просто сотни, тысячи файлов кэша в зависимости от масштабов вашего сайта и настроек кэширования. Чтобы не было сотен тысяч, а хотя бы тысячи, надо было просматривать файликов, чтобы у вас даже файловый просмотрщик не тормозил. Он, Bittrex, группирует все файлы кэша по первым 2 символам. Они довольно с предсказуемой частотой повторяются. Когда Bittrex получил хэш от всех ключевых вещей, ну, от параметров, от компонента, от шаблона, от того, что вы попросили учитывать, он генерирует имя файла, который мы уже сейчас с вами рассмотрели, и ищет этот файлик в папке. Если файл есть и он актуальный,
то компонент просто выводит то, что в этом файле есть. Можете ради интереса открыть какой-нибудь файл кэша, посмотреть, как он выглядит. Немного страшно, в сериализованном виде там все хранится. Но тем не менее вы там увидите свой HTML, который выводился. Если у вас новости были, то вы там новости и увидите. Если файла нет, или если он не актуальный, или если с ним что-нибудь еще не так, там, битый какой-нибудь, то этот файл создается заново. Старый, если был, удаляется, создается новый, туда все записывается. Зачем вот этот вообще хэш нужен? Это очень быстрый и очень простой способ отыскать соответствие между компонентом и, собственно, файлом кэша. Мы взяли все, что определяет компонент, это название, шаблон, параметры, посчитали хэш, это очень быстрая процедура, и проверили точное название файла по точному пути. Очень быстрая процедура, нашли, показываем, нашли, проверили, показываем или пересоздаем. Есть проблема. Была когда-то такая проблема. Представьте, что мы успешно закэшировали список новостей. Все хорошо, десятки тысяч пользователей заходят на сайт. Первому мы выбрали новости из базы, сохранили файлик HTML весь, и всем остальным его же и отдаем. Представим, что у нас новость обновилась, кто-то добавил новость или переименовал, ошибку исправили в заголовке. Кэш ведь не изменится, у него стоит год, допустим, кэшироваться. Все, в течение года эту опечатку, которую мы допустили, все будут видеть. Вариант пойти и вручную удалить такой кэш, такой один файл кэша, разумеется, никуда не годится. Второй вариант – это удалить весь кэш на сайте. Терпимо, с оговоркой, что получается при каждом изменении на сайте нужно удалять весь кэш. Эффективность его очень сильно снизится в таком случае кэширования. И вот у Bittrex есть технология управляемого кэширования или тегированного. В чем она заключается? Есть специальная таблица в базе данных, называется bCache Там хранятся пути файликов с кэшем и зависимости. Какие бывают зависимости? Нас интересуют многие сущности, там CRM в Bittrex 24, какие-то форумы, блоги. Нас интересуют только инфоблоки. У кэша Bittrex может проставить зависимость от одного или нескольких инфоблоков. Инфоблоков, не элементов, не разделов, а именно инфоблоков. То есть в нашем примере, который тут описан, у нас есть компонент список новостей, newsList, на странице news. И кэш этого компонента зависит в целом от того, что происходит в инфоблоке 5. Ну, если мы выбрали, что новости это 5 инфоблок. И тогда код зависимости будет iBlock ID 5. И в этой табличке вы увидите bCache iBlock ID 5. Момент любого изменения в этом инфоблоке, ну то есть создали новое свойство в инфоблоке, изменили существующее свойство, переименовали сам инфоблок, поменяли права доступа, создали раздел, создали элемент, удалили какой-нибудь элемент, удалили раздел. В общем, любое мыслимое изменение в рамках этого инфоблока приведет к тому, что Bittrex пойдет в таблицу bCache найдет все кэши, у которых iBlock ID 5 зависимость указана, и эти файлы удалит. А потом из таблицы удалит записи. Зачем помнить то, чего уже нет? На скриншоте пример такой таблички. Relative path – это как раз путь к кэшу файловому. У нас есть тут компонент newsList, который зависит от первого инфоблока, есть меню sections и furniture catalog random, который зависит от второго инфоблока. И есть даже особый вид зависимости – это битриксовое меню. Ну, кстати, про меню его обычно кэшировать все-таки не надо, несмотря на рекомендации Bittrex. Если кто-то задает вопрос, почему не надо кэшировать меню, я вам расскажу отдельно потом. Свое кэширование. API для кэширования чего-нибудь своего, не в рамках компонента. Допустим, у вас есть сложная функция, которая делает вычисление да, хоть того же квадратного уравнения. Передает, получает аргументы А, Б, С, возвращает массив из одного или двух или ни одного решений. Не будем там комплексные числа вспоминать.
комплексные корни уравнения. Класс, который вы должны использовать, называется Bittrex Main Data Cache. На самом деле это класс из нового ядра. В старом есть очень похожий класс, и у него даже методы все носят точно такие же названия. То есть если мы сейчас заменим строчку obcache равно cache create instance на obcache равно new, что там, cphp cache, ну, то есть только объявление, только инициализацию переменной заменим, все будет работать. Обязательный шаг – это объявить переменную, создать объект кэширования. Второй шаг – это инициализировать его, указав время и ID этого кэша. ID кэша потом превращается в путь. После этого функция метода initCache возвращает вам true или false, если кэш есть и актуален или нет. Если кэш есть и актуален, это заходим внутрь if, мы делаем getVars, достаем оттуда массив всего того, что закэшировано, и из этого $vars уже достаем наши нужные нам значения. Если же кэш не актуален или его нет, то его надо создать. Мы делаем start data cache. Тут, конечно, написан if, но, как правило, он всегда срабатывает. Такого, чтобы start data cache вернул false, практически не бывает. Только если, не знаю, у вас файловая система на сервере была уничтожена, но тогда неработающий кэш – это меньшая из ваших проблем. У вас, в принципе, сайт будет не работать. Так что, да, странно здесь писать if. В общем, делаем start data cache. Какие-то проводим вычисления в переменную $result и потом сохраняем это, вызывая end data cache. Кстати, вспомните, в компоненте мы не делали создание объекта, мы не делали инициализацию, мы только делали if start result cache. Внутри делали include component template. Здесь добавляются функции создать, инициализировать, вытащить переменные, а называется основной метод очень похоже. Start data cache, start result cache, start data cache. На самом деле есть метод для компонента end result cache, но он вызывается автоматически при подключении компонента. Если после этого распечатать $result, то и при наличии кэша, и при его отсутствии у нас будет ровно одно и то же. Ну, собственно, это одно из основных требований к хэшу. Выглядеть все должно одинаково, но работать должно быстрее. Ссылки на класс кэширования в новом ядре и старом ядре в презентации. Как сбрасывать кэш? Потому что, знаете ли, в хорошо сделанном сайте, ну, я имею в виду в сайте, в котором нет багов, тем не менее, все равно иногда бывают почему-то такие проблемы. Ну вот, хоть ты его весь излази, все равно там с кэшированием какая-нибудь проблемка останется. Поэтому надо знать, как сбрасывать кэш. Или даже в процессе разработки вам его нужно сбрасывать. Для этого есть в панели управления кнопка, но запомните, что она сбрасывает только кэш. Вот конкретно для вас, для администратора, потому что эта кнопка только в режиме администратора есть, и только для текущей страницы. Если вы находитесь на главной и нажали «Сбросить кэш», в разделе «Новости» не сбросится ни разу. Надо туда пойти и там тоже сбросить, если хотите. А если вам нужно сбросить кэш глобально на всем сайте, тут как раз третья вкладка в админке, нам нужна очистка файлов кэша. Выбираете «Все» и нажимаете «Начать». Удаление файлов кэша занимает непредсказуемое время, зависит от того, сколько у вас кэша. В рамках академии, скорее всего, файликов кэша у вас будет очень-очень немного, и меньше, чем секунд за 30 весь кэш сайта успешно будет удален. Часть второй части нашей лекции – это комплексные компоненты. Мы говорили про простые, которые предназначены для того, чтобы решать какую-нибудь одну конкретную задачу. Выводить новости, быть формой обратной связи, выводить карту, быть фильтром для товаров. Комплексные компоненты, они стоят над простыми. Чем они отличаются? Они служат для организации не одной конкретной, не какого-то блока маленького на странице. Они нужны для организации целого раздела. Несколько разных урлов, за которые отвечает один комплексный компонент.
Он, как правило, не выводит, если он правильно сделан, никаких данных самостоятельно. Все, что он делает, он является роутером. Он смотрит на URL, адрес, решает, что сделать, какую страницу, какой компонент вызвать, и вызывает его, простой компонент. Допустим, компонент Bittrex News, комплексный компонент новости, предназначен для создания раздела новости, список новостей и детальные новости, ну еще несколько страниц, неважно для нашего примера. Вот сам комплексный компонент просто смотрит на URL. Если это похоже на список, он вызывает news list. Если это похоже на детальную, он вычисляет каким-то образом идентификатор и вызывает news detail. Сам он ничего не делает, никакой бизнес-логики. Важно, комплексные компоненты, отличительные признаки. У них несколько страниц в шаблоне. Обычно в простых компонентах это файлик template PHP. Тут может быть сколько угодно PHP файлов. У того же комплексного каталога их порядка 5. Это sections, section раздел, элемент PHP, compare PHP, search PHP. 5 получается. Может, еще какие-то забыл. А если посмотреть на компоненты, на которых сделан Bittrex 24, то там по 30 страниц бывает в шаблоне. Но, конечно, это уже не для нашего уровня владения Bittrex. Вторая отличительная особенность комплексных компонентов – только в них можно реализовать ЧПУ. Человекопонятный URL. Что такое человекопонятный URL? Смотрим в пример. Если у нас адрес звучит как news открытие магазина, оно и на слух звучит, и выглядит красиво, и SEOшники радуются. Если же страница называется news.php вопрос ID равно 42, такое не продиктуешь по телефону, такое и SEOшникам не нравится, и выглядит некрасиво. В общем, человекопонятные урлы надо настраивать. И для этого, соответственно, нужны комплексные компоненты. Мы могли бы создавать папки каждый раз, когда нам нужно новую новость опубликовать, но, сами понимаете, если новостей очень много, то это довольно-таки плохой путь. Ну и, опять же, комплексные компоненты не занимаются какой-то конкретной задачей, как простые компоненты, как классы. Они просто разруливают, менеджерят. Пришел запрос, ты отвечаешь. А этот запрос пришел, ты отвечаешь. Как работает Bittrex, если нужно запустить комплексный компонент? Как работает ЧПУ в связке? Во-первых, на самом деле, как вы думаете, какой файл запускается на сервере, когда приходят, ну, из тех, что лежат в папке сайта, какой файл запускается первым? Не индекс PHP и не какое-нибудь ядро Bittrex. Первым запускается файл конфигурации htaccess. Но не то, что запускается, учитывается. Вот в этом .htaccess есть очень занятное правило, которое гласит, если по текущему запросу нет реально существующего файла, то и там такая развилочка, поворот не туда, что называется. Зачем это сделано? Допустим, вы запрашиваете с сайта файлик robots.txt. Он есть такой файл в корне. Соответственно, вы просто получаете его содержимое. Если вы запрашиваете index.php, такой файл тоже есть. Вы его получаете. А уж там у него в первой строке написано «подключить Bittrex». А вот если вы запрашиваете файл или папку, которого нет, как в нашем случае, предыдущем news открытие магазина, раздел news есть, а вот папки открытия магазина в нем нет. Тогда срабатывает это правило из htaccess, и все запросы перенаправляются на Bittrex URL rewrite PHP. В этой странице Bittrex вспоминает, что там, какие комплексные компоненты есть, какой должен быть показан, и если он находит подходящий, он его выводит, перенаправляя нас по сути. URL остается тем же, но он просто перенаправляет нас на конкретную физическую страницу, отвечающую за этот раздел. Дальше на странице уже запускается код комплексного компонента. Он решает, какую страницу шаблона подключить, запускает страницу. На странице лежит вызов простого компонента, и простой компонент в последнюю очередь уже вызывает шаблон своего простого компонента. Ну, потом все это по матрешечке уходит обратно
Фокус возвращается в код простого, в страницу, в код комплексного, подключается физическое с футером, все, вывод закончен. Еще раз, ЧПУ реализуется благодаря магии, которая в HT-аксессе. Инструкция, можете ее там, с толковым словарем по, ну, я имею в виду документацию по HT-аксессу понять, как он это делает, перехватывает несуществующие урлы. Дальше, есть два URL рерайта, и их нельзя путать. Файл URL rewrite в корне сайта – это список правил, которые создает комплексный компонент в момент настройки. И есть скрипт Bittrex URL rewrite. Это уже код, который использует тот предыдущий URL rewrite, ходит туда, берет оттуда правило, выбирает, для кого это правило больше подходит, и вызывает его. Еще раз про URL rewrite, который в корне сайта. Он выглядит как массив, но наполняется он не руками. Вы туда по-хорошему даже никогда не должны заглядывать, только в режиме read-only, посмотреть, ничего не править. Это массив, массив массивов. Для каждого правила определено condition, условия, правила, ID, путь и сортировка. Понятно, для чего сортировка, понимать, какое правило на самом деле важнее. Порядок их в этом файле влияет только если сортировка одинаковая. Condition – это регулярное выражение. Надеюсь, вы знаете, что такое регулярные выражения. Если нет, учите, без этого никуда. По этой регулярке все урлы проверяются, и если эта регулярка подошла под URL, значит, да, значит это наш клиент. Дальше ID – это просто название компонента, который нам нужно. Path – это физически существующий файл на сервере, где должен лежать этот компонент. Rule, как правило, остается пустым, если этот файл просто наполняется не только комплексными компонентами при настройке, он еще может через админку быть немного сконфигурирован. Поэтому тут есть вот этот блок rule. Но на него пока не обращаем внимания. И что важно про urlrewrite.php. Почему я говорю, что он наполняется при конфигурации? Если вы на одном сайте разместили комплексный компонент новости, скопировали PHP-файлик, news index.php скопировали, перенесли на другой сайт, загрузили по FTP, там раздел новости, только список новостей заработает, детальный не будет работать. Почему? Потому что в URL rewrite не будет упоминания Bittrex News. Вот здесь это правило номер 2, если нумеровать с нуля, строчка 19, а по сути 20. Вот это правило тоже нужно переносить при переносе между серверами. Или второй вариант, открыть страницу в режиме визуальной правки от администратора, ничего не делая, просто сохранить. Вот именно что в момент сохранения страницы администратором, ну или тем, у кого есть права, происходит запись значений в URL rewrite. Если не работает ЧПУ, и вы что-то куда-то переносили по FTP, пересохраните эту страницу. Или в админке есть кнопка «Перегенерировать все урлы». Тоже можно нажать. Точка параметра с PHP компонента ЧПУ выглядит так. Там добавляются два важных параметра. Variable aliases, синонимы для переменных, и узел Save Mode. Там перечисляются вот news и detail как раз страницы шаблона возможные. Чем больше страниц, тем больше в этом блоке узлов. В блоке variables у каждой страницы указывается, какие параметры используются в шаблоне. Еще раз теперь на все смотрим. У нас есть страница news, у которой шаблон по умолчанию пустой и никаких переменных в нем нет. Это и логично, если мы ввели news slash, там ничего, никаких айдишников, никаких символьных кодов. А вот для детальной страницы у нас может быть написано news slash айдишник слэш. И вот этот айдишник мы используем как потенциально используемый. Пользователь может захотеть тут еще и ID секции, чтобы URL выглядел news slash 50 slash 100 или news slash новости нашего города slash открытие магазина. Это уже символьные коды, а не числовые. Как реализуется в коде? Это, честно, одна из
сложных вещей для понимания. Я постарался убрать из настоящего комплексного компонента news все лишнее, но все равно тут довольно много кода. Нужно какое-то время над ним помедитировать. На слух, на видео вы вряд ли его поймете. Основные вещи, на которые надо обратить внимание. Есть вот этот самый важный метод guess компонент path. Несмотря на название, он угадывает все-таки не путь компонента, а страничку, которую нужно подключить. Вы передаете ему arparams save folder, корневую папку, в которой лежит ваш компонент. Для news это news, для каталог это каталог. Почему это вынесено в параметр, почему нельзя брать просто текущий? Ну, просто потому, что Bittrex разрешает компоненту находиться по одному адресу, а обрабатывать урлы с другого адреса. Поэтому здесь явно нужно передать это. И дальше передается ровно две переменных. Это шаблоны страниц, URL templates, и переменные доступные, variables. В свою очередь, URL templates получается как объединение стандартных шаблонов, r-default URL templates, вот он, и тех, которые в r-params человек вписал, вы, при настройке компонента через Hermitage. Переменными то же самое. Это некий стандартный набор, объединенный с алиасами, которые вы задали в параметрах компонента. Как только, это самая важная 19-я строчка, угадать страничку. Как только вы ее угадали, надо проверить, есть ли там вообще хоть что-нибудь. Если пользователь каким-то образом попал на комплексный компонент, но нет ни одной подходящей страницы, там будет пустая строчка, и все равно нужно что-то показать. Допустим, компонент новостей, если у него спросили что-то вообще непонятное, показывает список новостей и отдает код 404 ошибки. В целом довольно разумное поведение. Жалко, что оно там довольно глубоко зашито, и его не очень просто менять. Вот так и здесь, на 25-й строчке. Если нет страницы, мы говорим, а пускай будет news, и отдаем 404 статус. После этого мы инициализируем все нужное для ЧПУ, объявляем R-result и вызываем комплексный компонент. Вызываем шаблон комплексного компонента с соответствующей страничкой. В обычных компонентах мы не писали, что именно вызывать, include компонент template, а тут говорим, вызови мне вот эту страницу. Если ничего не передать, он ищет template PHP. А в комплексных компонентах, как правило, template PHP нет. Здесь описан алгоритм, который мы с вами только что проговорили. Шаблоны компонента и вообще структура приведена на этом скриншоте. У нас есть компонент news, у него есть description parameters components, также есть папка templates, в которой лежит шаблон сайта, и вот нет никакого template PHP, есть detail и news. Но также можно объявить свой параметр, если очень нужно. Классически страница шаблона выглядит следующим образом. Объявили открытый PHP тег, подключили Bittrex в текущем виде или в стандартном, который вы видели в файлах Bittrex. И все. Больше страница ничего не должна делать. Она должна вызвать компонент, который сделает все остальное. Если у нас детальная страница новости, мы должны подключить тот компонент, который за это отвечает, News Detail, и правильно его сконфигурировать. Правильное его конфигурирование заключается в следующем. Из параметров комплексного компонента мы вытаскиваем какие-то значения и засовываем в простой компонент. Мы берем iBlock type родителя, засовываем в iBlock type ребенка. Берем iBlock ID родительского компонента, засовываем в iBlock ID подчиненного компонента. То есть, как вы видите, здесь либо какие-то очень редкие вещи константой n, либо они вычисляются на основе родительских значений arparams, arparams, rresult, arparams, rresult. Последнее, сейчас пропадет подсказка, это нужно указывать родительский компонент, чтобы ненароком не отредактировать подчиненный компонент. Что важно? Шаблоны дочерних компонентов можно искать в шаблоне комплексного компонента, это помогает их переносить. Допустим, сделали вы какой-то очень-очень красивый раздел с новостями, там и детальное красивое, и список. Это все можно положить в одну папку, оно будет работать и между сайтами хорошо будет переноситься. Параметры простых компонентов нельзя настраивать отдельно, они должны получать свои настройки свыше.
Это сделано в первую очередь в заботе о контент-менеджерах. Комплексный компонент, если вспомнить Bittrex24, может содержать 30 страниц, а это значит 30 простых компонентов, а у каждого десятки параметров. Если каждый раз, устанавливая эту балалайку, мы будем настраивать каждый параметр каждого компонента, то тут и с ума сойти несложно. Поэтому при разработке комплексного компонента старайтесь по максимуму данных брать извне. Если какие-то данные там очень специфические, их можно выносить в настройки модуля, если их нужно там вообще во всех компонентах использовать. Но это очень экзотические случаи, поэтому на каждый параметр вложенного простого компонента нужно создавать параметры в комплексном компоненте. Как тот же iBlock ID. Мы один раз его у новостей задаем, и он передается и в NewsDetail, и в NewsList. И обязательно указываем $компонент при вызове дочернего компонента. Все, лекция по кэшированию, по комплексным компонентам и ЧПУ на сегодня закончена. Надеюсь, что через неделю, 2-3 мы с вами уже увидимся воочию. Покуда такая ситуация, лекции будут проходить именно в таком формате. Присылайте решения своих лабораторных, загружайте в ту же Google папку, пишите в ту же Google таблицу, если нужно что-то проверить. Там, где у вас должна стоять оценка, но ничего нет, поставьте какой-нибудь восклицательный знак, чтобы я понял, что вы там что-то подзагрузили, что-то можно посмотреть. Напоминаю, что наши лабораторные работы – это выполнение Академии Битрикса. У нас сейчас третья, это 6 уроков. Это уже не самые простые уроки, это уже конец первого курса Академии. Считается, что человек, прошедший 2 курса Академии, способен действительно работать в боевых проектах на Bittrex. Какие-нибудь вопросы будут, пишите. Ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео. Все, надеюсь, что скоро увидимся. Надеюсь, что вопросов по этой лекции будет не больше, чем по лекции обычной. Жалко, что вас не вижу. Очень скучаю. Всем пока.